доктор Кострик. Достаточно много жалоб в последнее время можно услышать на боль в пятках. Почему болят пятки? Давайте и этой темы коснемся сегодня. Пяточная шпора – один из глубоко укоренившихся медицинских мифов. Если у вас болит пятка, значит это шпоры. Между тем, как костный отросток под названием шпора является симптомом совсем другого заболевания, причем чаще всего не вызывает боли. Было бы трудно выделить элемент человеческого тела, который не впечатляет своим строением, работой и функциональностью. Но стопа является одним из самых впечатляющих, кажется неприметной, местами филигранной и чувственной. Она состоит почти из 30 костей, удерживает нас в вертикальном положении на протяжении нескольких десятков лет жизни, позволяет ходить, танцевать, прыгать, бегать, выдерживать даже несколько сотен килограммов груза, а в здоровом состоянии работает как механизм, сконструированный гениальным инженером. Однако, учитывая проблемы, с которыми приходится сталкиваться стопе, неудивительно, что она иногда вызывает боль. Интересно, что подавляющее большинство людей безоговорочно любую боль в пятке диагностируют как пяточную шпору. Эти печально известные пяточные шпоры представляют собой костные разрастания в несколько миллиметров, которые появляются на подошвенной стопе пяточной кости. Правда, они существуют. На самом деле их видно даже на рентгене, но они не работают, как многие себя представляют, и боль при ходьбе не от того. Если бы мы согласились называть это заболевание пяточной шпорой, то развитие этого названия должно было бы быть подошвенный фасциит. Поэтому причина болей является воспаление, а не костный отросток. Подошвенную фасцию можно представить как крепкий гамак, натянутый между пяткой и пальцами ног. Эта полоса соединительной ткани играет огромную роль в процессе ходьбы и несет на себе большую долю огромных нагрузок, возникающих при различных видах движения. Это такой же долговечный механизм, как деликатное и неадекватное обращение со стопой, например, нерегулярно практикующие пробежки без предварительного разогрева и растяжение мышц стопы может вызвать микротравмы, приводящие в свою очередь к раздражению и воспалению в месте прикрепления апоневроза к стопе. Итак, пяточная кость. Где во всем этом шпоры? Воспалительный процесс в области прикрепления сухожилий вызывает образование дополнительной костной ткани в чувственной зоне. Это знаменитые пяточные шпоры. Вероятно, на месте повреждения отдельных волокон апоневроза возникают микрокальцинаты, которые постепенно переходят в шпоры. Однако они являются лишь симптомом болезни, а не ее причиной. Более того, шпоры можно увидеть на рентгене примерно у 50% пациентов, а у 20% из этих, у кого они есть, никогда не чувствовали боли из-за этого. Болезненность этих кальцинатов, называемых шпорами, является спорной. Считается, что в некоторых случаях они могут сдавливать окружающие нервы и тем самым способствовать увеличению дискомфорта, но сами по себе не болезненны. Состояние, обычно называемое пяточной шпорой, независимо от концентрации этих кальцинатов, может быть и неизлечимый. На интернет-форуме есть много информации об этих пяточных шпорах и рекомендуют альтернативные методы, которые якобы сотворили чудеса. Каких советов нам только не увидишь. Закладывание листьев грецкого ореха в ботинок или постукивание по пятке 30-сантиметровой деревянной ложкой каждый вечер и так далее. Причины плохой так называемой шпорной терапии могут быть разнообразными. В первую очередь необходимо поставить точный диагноз, тогда как подошвенный фасциит можно спутать в том числе и с бурситом области ахиллова сухожилия.
тендините ахиллова сухожилия, болезни Хаглунда и другим причинам пяточной боли относятся, например, системные заболевания, такие как псориаз или синдром Рейтера. Также нельзя забывать и о таких травмах, как ушибы пяточной кости, растяжение связок, переломы. Основной диагностикой направлений пяточной шпоры является клинический осмотр и прежде всего тщательная пальпация стопы, то есть тактильный тест, который позволяет выяснить, что болит и где именно. Ему всегда должен предшествовать так называемый медицинский осмотр, то есть длительность симптомов, интенсивность и начало, и также факторы, усугубляющие или облегчающие течение болезни. Для подтверждения или исключения диагноза может быть проведен рентген, а в случае сомнений также может быть проведено УЗИ, то есть ультразвуковое исследование, но оно не обязательно у всех пациентов. Еще одна причина распространенного мнения о неэффективности терапии, о том, что процесс заживления идет довольно медленно и для полного выздоровления может потребоваться до года. Поэтому пациенту придется потерпеть. Лечение пяточной шпоры многогранно. С целью устранения воспаления вводят нестероидные противовоспалительные средства. При этом пациента обучают правильно выполнять упражнения на растяжку мышц, благодаря чему бесценные структуры апоневроза в будущем не будут подвергаться травмам. На начальном этапе иногда используются специальные повязки, сделанные с помощью пластырей, препятствующие скованностью растянутых и тренируемых мышц в течение дня. Именно из-за скованности утренняя боль, которую вы испытываете, когда делаете первые шаги, характерна для подошвенного фасциита. Тяжесть симптомов также значительна, когда пальцы ног подняты вверх. Важным элементом, поддерживающим лечение пяточных шпор, является обувь, адаптированная к строению и физиологии вашей стопы. И мягкие стельки, также в обувь вшиты ортезы. Физиотерапевтические процедуры также хорошо работают в терапии. К более серьезным эффектам относятся местные инъекции стероидов, которые некоторые врачи не хотят вводить из-за возможных побочных эффектов, которые в свою очередь усиливают боль, и местное введение факторов роста для ускорения заживления. Если вышеупомянутые действия не были эффективными в течение предполагаемого времени, может потребоваться операция. Эта процедура требует большой точности, так как может случиться так, что пластичность свода стопы будет утеряна, что нарушит механизм его действия. Микроскопические нервные соединения вблизи подошвенной фасции также могут быть разорваны. Раньше шпоры удаляли хирургическим путем, но часто последствия были катастрофическими, потому что разрушалась уникальная жировая ткань в области пятки, которая амортизирует удары. В настоящее же время такие операции вообще не выполняются. Исключения делаются редко в случаях крайне резистентных к лечению методов. Процедура включает в себя частичный разрез подошвенной фасции, что снижает нагрузку, передаваемую на ее прикрепление. Однако следует помнить, что проведение такой операции может привести к уплотнению продольного свода стопы и формированию продольного плоскостопия. Нужно помнить и об этом. Риск фасциита выше у тучных людей и тех, кто работает в положении стоя. На состояние пятки и всей стопы влияет и тот факт, что примерно к 50 годам начинает изменяться структура жировой ткани, амортизирующей травмы, что делает их значительно более тяжелыми. Поэтому подошвенным фасциитом обычно страдают женщины и мужчины старше 50 лет. Хотя лечение не дает немедленных эффектов, хорошо терпеливо
проводить всевозможные безопасные процедуры. Конечно, рекомендованные опытными ортопедами, потому что постукивание деревянной ложкой и компрессы из листьев ореха, которые вы можете найти как рекомендации в интернете, не рекомендуются. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Не забывайте ставить лайки после просмотра видео и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!